Всех приветствую на канале S-Family Life. Прошел месяц с тех пор, как я пользуюсь MagSafe в качестве основной зарядки для iPhone 12 Pro, и уже смог прочувствовать, насколько это практично в отличие от кабеля. А если вы уже пользуетесь MagSafe зарядкой, то хотелось бы услышать ваше личное мнение в комментариях. А если только присматриваетесь, то возможно этот обзор поможет сэкономить. Сегодня я проверю и сравню оригинальное MagSafe зарядное устройство стоимостью 4000 рублей с копиями за 700 рублей и за 1500 с AliExpress. А выбрал я копии из разного ценового сегмента, чтобы иметь представление, стоит ли переплачивать за копию в 2 раза и вообще стоит ли покупать копию MagSafe. А что если вдруг MagSafe из Китая стоимостью 1500 рублей окажется оригинальной? На эти и другие вопросы я отвечу в этом обзоре. Ссылки в описании. Я не обещаю, что будут работать, так как AliExpress борется с копиями на Apple продукцию и быстро их блокирует. Я не успеваю оперативно обновлять. Ранее я уже делал обзор на оригинальную MagSafe зарядку, в правом верхнем углу появится ссылка на него. Если вы все еще не подписаны на канал, но обзоры вам интересны, можете поставить видео на паузу и подписаться. Надеюсь, вы успели подписаться. А вот теперь приступим к распаковке и проверим, с какой мощностью будет заряжаться наш iPhone 12 Pro от каждой из MagSafe зарядок. Оригинальное зарядное устройство на 20 Вт приобрел специально для этого теста, так как свою полную мощность, как заявляет производитель, беспроводная зарядка раскрывает только при наличии 20-ваттного адаптера от Apple. Покупал в DNS, в других магазинах дороже, на 500-1000 рублей. Также для этого мне понадобится USB-тестер, которым мы будем проверять мощность. Давайте вскроем для начала зарядку. Здесь на всех оригинальных новых продуктах присутствует такой хлястик. Здесь зарядное устройство. И в комплекте еще инструкция. В принципе, нам больше не надо. Берем USB-тестер. Теперь вскрою MagSafe за 1500 рублей. Пришла она, как мы видим, в бумажном пакете с пупырчатым материалом внутри. И теперь вскрою MagSafe за 700 рублей. Дешевый. Пришла эта зарядка в пластиковом пакете и также пупырчатый материал внутри. Уже сразу отличие видно. На зарядном устройстве за 1500 рублей копии она пришла с символикой Apple. И коробка очень похожа на оригинальную. Так, даже если посмотреть. Даже модель совпадает. В принципе, все совпадает. Только на копии у нас отсутствует такая наклейка, кто изготовитель. Здесь такой нету. Вот, ну и коробочка немножко замята. А так, в принципе, коробки по внешнему виду и цвету одинаково. Также имеет и хлястик. Тянем. Давайте вскроем. Здесь также присутствует инструкция с логотипами. Очень напоминает оригинал. Также я и раскрывал и оригинальное. Все это мы можем отложить. И коробку от оригинального тоже отложу. Теперь вскроем без логотипов. Вот это видно, что дешевая копия. Даже инструкция вот так вот выглядит. На картонке на какой-то. И в коробке больше ничего нету. Зарядное устройство просто лежит в коробке. Да.
Сразу чувствуется, что это не оригинал. А вот с этой пока непонятно. И вот наше оригинальное зарядное устройство. Итак, для начала давайте проверим внешний вид, как оно отличается от оригинала. Вот это у нас копия, которая была с символикой Apple. Как я вижу, здесь на самом зарядном устройстве нету никаких гравировок. Выполнено, в принципе, качественно, материал такой же. Но у оригинальной здесь присутствует гравировка. Здесь такая гравировка отсутствует. Ну и у дешевой копии, соответственно, ни о каких гравировках речи быть не может. И качество материала на ощупь тоже дешевое. Оригинал дешевая и дорогая с символикой, но без гравировки. Значит, это уже понятно, что не оригинальная. Ну а что мы хотим за 1500 рублей? Также распакую сейчас USB-тестер. Вот такой комплект у нас собран. Теперь давайте проверим качество магнита. Для начала подключу оригинальную. Качество магнита отличное. Теперь копию дешевую. Видно, что качество магнита не совсем хорошее. И теперь копию с символикой. Здесь качество магнита приближено к дешевой копии. Ну, может быть, немножко лучше. Хотя телефон может висеть. А на дешевой копии тоже может висеть. По магнитам, в принципе, все в порядке у копий. Теперь приступим к тестам. Для этого я подключу оригинальное зарядное устройство. В него я подключу тестер. Как-нибудь сделаем так, чтобы было видно. И начну проверку с оригинальной. Телефон сейчас заряжен на 29% всего. И смотрим. Ватт, 12, 13, 14, 15, 16 Ватт, 17, 18. Отличный результат. Зарядное устройство выдает мощность выше, чем заявляет производитель. Должно выдавать 15 Ватт, выдает 18. Отличный показатель. Теперь подключим дешевое зарядное устройство MagSafe. Анимация также загорелась. Посмотрим, на что способна дешевая. Если будет выдавать 15 Ватт, то отличный результат будет. Но я думаю, что навряд ли. Скорее всего, не больше 10. Все-таки устройство не сертифицировано. «9 вольт, ток 1 ампер». Больше 10 Ватт не заряжает, к сожалению. И все, оно не будет больше заряжать. 10 Ватт. Неплохой результат, но не 18, как с оригинальной. Теперь подключим дорогую копию. Целых 1500 рублей. Чем она нас может удивить? Анимация загорелась. Вот вам и копия дороже, с гравировкой. Неожиданный результат. Заряжает даже хуже, чем копия за 700 рублей.
Неожиданно. Вот для этого и провожу различного рода тесты, что переплачивать за гравировки не стоит в данном случае, потому что результат хуже, вы сами это видите. Все, я думаю, можно отключать, уже не поменяется. Даже ток 1 ампер не выдает. Оказалось, дорогая копия хуже самой дешевой копии. А теперь давайте проверю, как поведут себя зарядки, если в связке использовать сторонний адаптер, не сертифицированный Apple. У меня есть Baseus GAN на 65 Вт. Его первый порт USB Type-C способен заряжать с мощностью 45 Вт. Сюда мы и подключим. Для начала подключаем оригинальное зарядное устройство. Нет. Подключим через наш тестер. И смотрим на результат. Анимация загорелась. Зарядка пошла. Вольт, ток 1 ампер взяли. Мощность 10 Вт выдает. Да, так как зарядное устройство не сертифицировано. Уже 11 Вт выдает. 12. Сможет ли выдать хотя бы 15? Но 12 Вт это уже хорошо для несертифицированного зарядного устройства. Да, наверное, только 12 выдаст. Да. Свои 18 при таком подключении не выдает. Теперь подключим дешевое за 700 рублей. В такой связке, если он выдаст сейчас 10 Вт, то отличный показатель, я считаю. Да, 8 уже есть, 9. 10 Вт выдает. А все, думаю, можно отключать. И дорогая копия с гравировками, а по факту работает хуже. Пять Вт. 3, 4. Да, удивительно, конечно. Самый худший результат показала копия, которая стоит дороже. Также хочу отметить, что MagSafe может заряжать любые устройства, которые оборудованы QE-зарядкой. Вот, например, AirPods Pro. Давайте я сейчас подключу. Давайте любую оригинальную подключим. А, нет, дешевую копию. Кладем, диод загорается. Ну, с оригиналом само собой будет работать. А вот с дорогой копией сейчас мы проверим. Дорогая копия тоже заряжает. Наверное, только и годится для того, чтобы заряжать AirPods Pro. Давайте подведем итоги.
Как оказалось, дорогое не значит хорошее. Это я говорю про копии. Как вы увидели, что дешевая копия способна заряжать ваше мобильное устройство с мощностью 10 Вт, в то время как дорогая копия заряжает с мощностью 4-5 Вт. А оригинальная MagSafe зарядка в связке с оригинальным блоком питания на 20 Вт выдает мощность 18 Вт. Вот такие тесты мы провели и выяснили, что переплачивать за гравировки не стоит. Если такие обзоры вам нравятся, где я провожу тесты, сравнивая продукты от именитых брендов с копиями из Китая, поддержите его лайком и комментарием, это будет помощь каналу в развитии. А для меня мотивация чаще радовать вас новым контентом. Также не забывайте подписаться на канал, если еще не подписаны. А я с вами не прощаюсь, а увидимся в новых обзорах.